Забыл о кашле. Как вылечить кашель в домашних условиях? 7 самых лучших методик. Каждый хотя бы раз в жизни задавался вопросом, как быстро вылечить кашель в домашних условиях. Взрослым болеть некогда, но когда кашлять начинает ребенок, хочется вылечить его как можно скорее. Реально ли избавиться от кашля за несколько часов, и стоит ли это делать? Мы собрали для вас всю необходимую информацию о том, как быстро, эффективно и без осложнений вылечить кашель в домашних условиях. За 2 часа не обещаем, зато результат гарантирован. Способы вылечить кашель у взрослых. Прибегать к аптечным лекарственным средствам без рекомендаций врача при симптоматическом самостоятельном лечении может быть крайне опасно. Мы напоминаем, не занимайтесь самолечением и не пейте таблетки, если только не получили рецепт от врача. В домашних условиях лучше использовать мягкие натуральные средства. Перед началом любой терапии убедитесь, что в помещении, где вы находитесь, достаточно влажный воздух, не менее 70%. В сезоны, когда вероятность подхватить простуду или грипп с кашлем наиболее высока, в наших квартирах работает отопление, которое сильно сушит воздух. А это еще сильнее раздражает слизистую и усугубляет кашель. Кроме того, вы сами должны пить много жидкости. Ни один препарат не разжижает мокроту лучше, чем ваш собственный организм, но для этого вы должны помогать ему и снабжать необходимыми ресурсами. Перечисленные 2 пункта обязательны для эффективного лечения, лишь при условии достаточной влажности и обильного питья все остальные средства сработают быстро, буквально за 2 часа. Поэтому, только создав необходимые домашние условия, можно начинать комплексную борьбу с сухим кашлем. Мы расскажем, как можно его вылечить. Чаи и отвары от кашля. Чтобы смягчить и увлажнить сухой кашель, следует ежедневно пить теплый отвар из следующих ингредиентов. 1. 10 грамм листьев зеленого уса. 2. 10 грамм цветов гречихи. Заливаем травы половиной литра кипятка и даем настояться 30-40 минут. Не менее полезным является отвар из изюма. 100 грамм изюма заливаем литром воды и варим 30 минут на медленном огне. Затем даем остыть, достаем и выжимаем. Оставшуюся жидкость необходимо принимать 3 раза в день по половине стакана. Одним из самых эффективных средств от сухого кашля считается имбирный чай. Для его приготовления нам понадобится 1. 50 грамм свежего имбирного корня. 2. Треть лимона. 3. 2 столовых ложки меда. Нарезаем имбирь и лимон, заливаем водой и варим на медленном огне. Когда отвар станет горячим, добавляем мед и доводим до кипения. Пить такой чай нужно теплым 2-3 раза в день. Ингаляции для смягчения сухого кашля. Ингаляция считается одним из наиболее эффективных методов лечения кашля. Процедура не слишком приятная, но помогает сделать кашель продуктивным за 2-3 сеанса. Отвар для ингаляции готовится по простому рецепту. 1. Насыпаем в кастрюлю 2 столовых ложки мать и мачехи, шалфея или чабреца. 2. Добавляем 2 капли эфирного масла ментола или эвкалипта. 3. Заливаем крутым кипятком, затем следует поставить кастрюлю на низкую табуретку или любую удобную поверхность, возле которой можно сидеть. Взять большое полотенце, накрыть им голову и кастрюлю и дышать ртом не менее 10 минут. При воспалительных процессах верхних дыхательных путей или в области трахеи потребуется делать ингаляции по 2-3 раза в день. Для приготовления отвара необходимо взять 1. По столовой ложке чабреца, ромашки, мать и мачехи и шалфея. 2. 2 столовых ложки пищевой соды. 3. 2 капли эвкалиптового масла. Совет: для ингаляции можно использовать любые травы, которые обладают отхаркивающим эффектом. Компрессы для взрослых. Принято считать, что компрессы используют только при лечении детей от кашля, однако взрослым тоже не стоит забывать об этом эффективном методе. Для компресса нам понадобится 1. 50 мл водки или медицинского спирта. 2. 30 см марли. 3. Лист пергамента или теплый платок. Смачиваем марлю водкой, помещаем на грудь в области бронхов, закрываем сверху пергаментом.
Больного следует укрыть одеялом и оставить с компрессом на полчаса. Повторять процедуру необходимо через день. Если лежать с марлей не хочется, в качестве альтернативы можно смешать 5 мл нашатырного спирта с 10 мл подсолнечного масла и втирать в грудь вместо мази. Но не стоит забывать о том, что нашатырный спирт отличается довольно резким неприятным запахом. Другие средства для борьбы с сухим кашлем. Существует еще несколько средств, которые помогут вылечить сухой кашель у взрослого. Мы расскажем о том, как их приготовить в домашних условиях, быстро и без особых затрат. Берем 2-3 очищенных зубчика чеснока, 2 столовых ложки меда. Измельчаем чеснок, смешиваем ингредиенты. Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день, график приема 2 дня через 1. Если вы любите куркуму, можно взять измельченный порошок высушенного корня этого растения и принимать по 3 грамма 2 раза в день. Для тех, кто любит орехи, также есть хороший рецепт. 1. Замачиваем 7 ядрышек очищенного от кожицы миндаля в холодной воде на всю ночь. 2. Измельчаем орехи в ступке. 3. Добавляем по чайной ложке сахара и сливочного масла. 4. Принимаем дважды в день. Сладкоежкам придется по вкусу имбирная настойка, приготовленная из следующих компонентов. 1. 50 грамм корня имбиря. 2. Чайная ложка лимонного сока. 3. Половина чайной ложки меда. 4. Половина стакана кипятка. Очищаем и натираем корень на мелкой терке. Смешиваем чайную ложку имбирного сока с лимонным, добавляем мед. Заливаем смесь кипятком и даем настояться под крышкой 15 минут. Принимать лекарство нужно по 1 чайной ложке каждые 30 минут. Совет: имбирную микстуру не стоит глотать сразу, необходимо подержать ее во рту несколько секунд для усиления эффекта.